Начинаем рассматривать инструментарий Revit. И первый инструмент, с которым мы познакомимся, без которого никак не обойтись и с которого начинается любой проект, это, конечно, построение осей и уровней. Оси строятся на плане и с помощью инструмента ось, который находится на вкладочке «Архитектура», вот здесь с правой стороны. Когда открыт план и мы работаем на плане, то этот инструмент активный. А уровень, видите, он сейчас не активный. Он активируется только, когда мы откроем фасад. Чтобы создать оси, нажимаем инструмент, иконку, и лента меняет свой вид. На ней появляются те инструменты, которыми мы можем использовать при построении осей. А таких инструментов, вот они, здесь имеются: рисование. Это по умолчанию стоит нарисовать линию. Дальше изобразить дугу по начальной и конечной точке и радиусу. Дальше дугу по центру и конечным точкам. И просто выбрать линии. Этим инструментом мы пользуемся в том случае, если мы, например, загрузили подложку автокада, можем прямо там по этой подложке выбрать линии и построить оси. Ну, кроме того, еще можно построить многосегментную сетку. Посмотрим, как эти инструменты работают. Ну, начнем с того, который стоит по умолчанию. Вот он включен. Я нажал по инструменту и щелкаю в том месте, где начало оси и где конец. Ось, видите, нарисовалась. Обратите внимание, что там уже и у нее есть номер. Есть номер. Этот номер мы можем поставить 1. И далее все оси будут нумероваться в таком же порядке. Значит, я нажал один раз Escape, команда прервалась, но не закончилась. Да, и я могу дальше изобразить следующую ось. Оси можно копировать, можно рисовать. Вот таким образом, как я делаю. Я подвел курсор к началу первой оси и установил так, чтобы была видна пунктирная линия. Пунктирная эта линия обозначает то, что мы эти оси связываем вместе, и управлять этими осями можем одновременно. Ну, чуть позже я покажу, как это делается. Щелкаю здесь в начале и веду вертикально вниз до того момента, пока не появится у нас опять синенькая пунктирная линия. Щелкаю еще раз. Если мне расстояние Escape один раз прервал команду, 2 закончил. Если мне необходимо здесь изменить другой размер ось, можно проводить произвольно. Произвел и поставить другой, то я выделяю цифру 10 тысяч, Enter. И вот у меня эти оси стали на расстоянии 10 тысяч миллиметров. По умолчанию эти оси закреплены замочком. Что это означает? Это означает, что если мы захотим менять положение осей, то у нас будет сначала предупреждение о том, что мы хотим снять эту зависимость. Ну, это довольно удобно для фиксации положения элементов, в том числе и осей. И так мы можем продолжать дальше. Если после этого нам необходимо создать оси горизонтальные, опять же выбираем, щелкаем справа, щелкаем слева. И вот здесь сейчас появилось у меня наименование оси 3. Я переименую эту ось, обозначу ее А, и дальше нарисую следующую ось. Допустим, тоже на расстоянии 10 тысяч миллиметров. Нарисовал. И видите, вторая ось у меня назвалась Б. И так далее. Если мы будем рисовать, то у нас будут все оси нумероваться буквами дальше. Ну, надо, конечно, следить, потому что чтобы там не появилась, например, такая буква, как твердый знак там, или что-нибудь такое, что мы не можем использовать наименование осей. Вот у нас сеточка получилась. Теперь, что мы можем делать и как мы можем управлять этими осями?
И, значит, я нажал Escape 2 раза, и у меня что? Инструмент уже не активный. Ну, я для управления выбираю ось, и смотрите, она подсвечивается синим цветом, и появляются инструменты управления. Первое, видите, внизу здесь марка есть, вверху нет. Но есть квадратик. Если я поставлю галочку, марка там появится. Если я сниму галочку, марка уберется. Дальше еще там есть на конце оси кружочек появляется. Если я возьму за этот кружочек, то видите, две оси я сразу могу переместить так, как нам это необходимо. Дальше. И еще один инструмент управления есть. Вот видите, такой в виде буквы Z. Это добавить отвод. По нему я щелкаю, и у нас марка перемещается влево, или можем мы переместить ее вправо. Ну, так необходимо сделать, когда две оси рядышком и марки перекрываются. Собственно, это и все инструменты управления осями, которые нам необходимы. Мы с вами сказали, что оси могут быть разные, да, не только такие прямолинейные. Давайте посмотрим, какие еще бывают. Какие оси еще бывают. Какие бывают. Значит, опять же, возвращаемся к инструментам рисования и выберем дугу по начальной, конечной точке и радиусу. Щелкаю, где начало, щелкаю, где конец, и могу ввести радиус, например, 5000, Enter. И вот построилась дуга у нас 5000 миллиметров. Другой вариант у нас начало, может быть, конец, да, показываем дуги, и тот же радиус 5000 миллиметров. Мы построили такую же дугу, но другим способом. Есть у нас еще вариант выбрать линии, но для этого нужна подложка. Ну и есть у нас многосегментная сетка. Что она из себя представляет? Выбираем многосегментную сетку и прямой участок прямолинейный. Вот его изображаем. Прямолинейный, еще прямолинейный. Выбираю дальше дугу и построю еще дугу. Нажимаю Escape раз и галочку зеленую, то, что я эскиз завершил. Дальше, ну, можно изобразить даже и такую у нас, например, дугу. Как? Вот сейчас я ее покажу. Да, вот, допустим, так. И я ее поредактирую, да, вот так, да, чтобы концы ее были замкнуты. Вот получается у нас, можем мы изобразить оси. Ну, наверное, это перекрывает все необходимые потребности. Посмотрите дальше, что потом можно построить по этим осям. Например, я выберу стену архитектурную, ну, какую-то там кладку, там, допустим, кирпичная 300 миллиметров. И при построении стены я могу что? Изображать линии, то есть я могу по линию чертить по сетке, а могу выбрать линии. То есть я вот возьму этот инструмент выбрать линии и щелкаю здесь. Давайте посмотрим, что у нас получилось. Вот, видите, что получилось? Вот такая получилась стена криволинейная. Или я выбрать линии, выберу другую. И вот смотрите, что у нас получилось. Вот такая стена получилась. Да. Ну, я могу ее и дальше, ну, изменить здесь размеры, да. Убрать, видите, такой маленький могу сделать, больше сделать. И все будет это двигаться по оси. Вот так работает инструмент ось. Теперь перейдем на фасад. Фасад, ну, любой откроем. И видите, здесь по умолчанию у нас есть что? Уже готовых два уровня. Что это за уровни? Ну, это в шаблоне они стоят, уровни.
И уровни эти соответствуют планам, те, которые у нас есть. Вот если мы откроем в диспетчере проекта, например, планы, то увидите, вот они, да, здесь два уровня есть. Мы их можем переименовать, мы можем поменять их высоту, и мы можем точно так же, например, выбрать и управлять ими, как управляли осями. Вот выбрал я здесь и выбрал здесь, да, допустим, поменял. Вот так, поменял, выровнял. Уровни мы можем поменять, их, то есть высоту и наименование. То есть давайте поменяем. Первый пускай будет на нуле, а наименование я ему поставлю так. План будет это первого этажа. Нажимаю на свободном поле переименовать виды, да. Вот это я переименую, будет план второго этажа. Переименовать, да. И обратите внимание, вот здесь в диспетчере проекта уже нет уровней, а есть план первого этажа, план второго. И вот именно так будут называться виды, когда мы будем размещать их на листе. Поэтому, ну что, наименование должно быть правильное, такое, какое хотите вы потом увидеть на листе. Дальше мы можем поменять расположение уровня, то есть выделить, поставить 3000, Enter. И видите, здесь все поменялось, да, поменялось. Теперь обратите внимание, что значок вот здесь стоит, ну, уровень не такой, как мы обозначаем, как у нас принято. Мы будем позже рассматривать марки, как создаются, и можем создать свою марку и сюда поместить. Это раз. И второе, мы потом впоследствии будем пользоваться уже готовыми шаблонами, где подгружены и необходимые марки, обозначения и другие элементы, которые используются у нас. Вот это мы говорили о готовых уровнях, созданных по умолчанию. А как создать новые? Опять же, на вкладочке архитектура, видите, стал активным инструмент уровень, нажимаю уровень и точно так же подвожу, чтобы появилась синенькая линия, щелкаю и веду вправо до тех пор, пока не появится синяя пунктирная линия. Дальше нажимаю Escape, так, и переименую. Ну, допустим, это у меня будет план третьего этажа. Раз, переименовать. И высота его выделяю должна быть 6000. Значит, обратите внимание, что вот здесь высота измеряется от этого уровня, да, измеряется от уровня. И если это в надписи, а если мы выберем, например, уровень, то смотрите, вот здесь появился временный размер. Этот временный размер показывает высоту или разницу между уровнями соседними. А что будет, если мы создадим сейчас уровень, который находится ниже? Вот я тоже щелкаю, веду, ставлю. И вот смотрите, он у меня подписан минус 3400. Ну, допустим, я поставлю минус 2000. И переименую его, там назову уровень земли. Переименовался. И посмотрите, вот у меня здесь в диспетчере план первого, второго, третьего этажа, площадка и уровень земли. Уровень земли есть. Теперь, если у меня выделен уровень земли, то у него здесь показывается с плюсом разница между уровнями соседними. А вот здесь записывается его истинное положение. Минус 2000. Минус 2000. Закончим. Вот, собственно говоря, и все, что мы можем сказать про уровни и оси. Это достаточно простой инструмент, но тем не менее он крайне необходим для того, чтобы успешно начинать работу с проектом.